Сегодня практически любой человек, независимо от вероисповедания, знает евангельскую историю об Иисусе Христе. Время его земной жизни – это не только эпоха зарождения новой религии. Это новая точка отсчета хронологии человечества. В большинстве стран мира принято вести летоисчисление от Рождества Христова. Никто не сомневается в том, что с момента этого важнейшего для человечества события прошло 2000 лет. Но почему люди в этом так уверены? В нашем фильме мы расскажем о том, что общепринятая дата Рождества Христова, по всей видимости, ошибочна. К такому заключению пришли авторы проекта «Новая хронология» Анатолий Фоменко и Глеб Носовский. Для изучения древних документов они использовали свои авторские математико-статистические и астрономические методы датирования и обнаружили, что подлинная хронология развития человечества намного короче общепринятой. Значит, большинство исторических событий произошло намного позже, чем мы привыкли думать. В том числе и рождение Христа. Сразу скажем, что мы не будем касаться вопросов веры и, конечно же, не будем обсуждать церковные догматы. Задача этого фильма в другом – рассказать о вопросах историко-хронологического характера. Мы ученые, и всегда в своих книгах подчеркивали и подчеркиваем, что наши исследования не касаются никаких вопросов богословского характера. Мы не затрагиваем основ вероучения, ни христианства, ни какой-либо другой конфессии. Это чисто научный вопрос, вопрос вычисления дат. Вопрос подсчета датировок – это вопрос прикладной математики. Наши исследования не касаются и не затрагивают чувств верующих никакой из конфессий. Итак, попробуем разобраться. Когда же на самом деле жил Иисус Христос? Однажды хронологи решили разделить историю человечества на две эры – до Рождества Христова и после. Ученые называют эти периоды до нашей эры и наша эра. Собственно, наша эра как раз и началась с рождения Иисуса Христа. Как ни странно, представление о дате Рождества Христова окончательно сложилось только в середине XVI века, во время Григорианской календарной реформы. То есть спустя 1500 лет после евангельских событий. Удивительно, что ни тогда, в XVI веке, ни сейчас, почему-то почти никто не сомневается в точности установленной даты. Принято считать, что впервые дата Рождества Христова была вычислена монахом Дионисием Малым. Произошло это якобы в 532 году нашей эры, то есть через 500 лет после самого события. Причем сначала Дионисий вычислил дату распятия Христа, а уже потом, опираясь на традиционное представление о возрасте Христа на момент казни и свои собственные вычисления, Дионисий определил и год рождения Спасителя. Дионисий делал свои подсчеты, используя способ вычисления дат Пасхи, принятых в его время, и допустил при этом серьезные ошибки. Если бы Дионисий знал современную астрономию, то он никак не мог бы указать год рождения Христа в начале нашей эры. К сожалению, астрономическая наука стала достаточно развитой только в XVII-XVIII веках. Но к этому времени
ошибочная дата уже была канонизирована сначала римско-католической, а затем и православной церковью. Ученые-историки не любят говорить на эту тему и, как правило, отсылают всех к историческим документам. Но они почему-то умалчивают об одной интересной особенности старинных документов. В XV, XVI, XVII веках даты писались не так, как сегодня. В средние века были распространены две формы записи имени Спасителя. Латинская буква «И», первая буква имени Иисус, и латинская буква «Х», первая буква имени Христос. И когда надо было писать, например, 300-й год от Рождества Христова, писали «И», 300, то есть 300-й год от Иисуса. А чтобы записать 3-й век от Рождества Христова, писали «Х», 3, то есть 3-й век от Христа. Наглядный пример – издательская марка Лодовика Эльзевира, датированная якобы 1595 годом. Показательна и дата – 1524 на гравюре Альбрехта Дюрера. Мы видим, что первая буква не только отделена точкой от остальных цифр, но и совершенно откровенно записана как латинское «И» с точкой. Иными словами, как первая буква имени Иисус. А это русская военно-морская карта, изготовленная во время правления императрицы Елизаветы Петровны, то есть в середине XVIII века. На карте четко написано: Кронштадт. Карта морская аккуратная. Описана и измерена по указу Ея Императорского Величества в 740 году флота капитаном Нагаевым, сочинена в 750 году. Числа 740 и 750 записаны даже без буквы «И». Но 750 год – это 8-й, а не 18 век. И таких примеров множество. Скорее всего, латинские буквы «И» стали толковать как 1000, а букву «Х» как 10 не раньше конца XVI века. И тем самым удревнили историю человечества на целую 1000 лет. Но старинные документы содержат и другую, более важную информацию. Оказывается, в старых текстах можно найти и прямые датировки евангельских событий. Эти даты содержатся, например, в старинной русской полие из Румянцевского фонда Всероссийской государственной библиотеки. Полия – это старинная церковная книга, уже вышедшая из употребления. Но до XVII века она заменяла русским читателям библейский Ветхий Завет. Рассказывала Полия и о событиях Нового Завета, причем иногда даже дополняя Евангелие. Полия существенно отличалась от привычного сегодня канона Ветхого Завета. Это был не просто вариант Библии, а совершенно самостоятельная книга. Но она освещала те же события, что и современная каноническая Библия. В Полие открытым текстом указаны сразу 3 даты: Рождества, Крещения и распятия Иисуса Христа. Записаны эти даты 2 способами. Первый – это известный способ летоисчисления по византийской эре от Адама. А второй – это уже вышедший из употребления старый летописный способ – индиктовый. Оказалось, что эти даты, записанные 2 разными способами, не согласуются, хотя должны были бы совпадать. Давайте посмотрим, как выглядят эти способы записи дат.
В летоисчислении от Адама номер года записывается одним числом. Это как бы один практически бесконечный счетчик времени. Такой же счетчик мы используем и сегодня. Только точка отсчета другая, от Рождества Христова. Теперь рассмотрим индиктовый способ записи дат. Этот способ широко применялся в старых летописях. В индиктовом летоисчислении номер года задавался не одним числом, как сегодня, а 3, каждое из которых менялось в ограниченных пределах. У каждого из 3 чисел было собственное название – индикт, круг Солнцу и круг Луне. Каждая из них ежегодно увеличивалась на единицу, но как только достигала положенного ему предела, сбрасывалась до единицы. А потом опять каждый год возрастала на единицу. Таким образом, вместо одного, в принципе бесконечного счетчика лет, в индиктовом способе применялось 3 конечных циклических счетчика. Они задавали год тройкой небольших чисел, каждое из которых не могло выйти из предписанных границ. Это были индикт, который менялся от 1 до 15, круг Солнцу, который менялся от 1 до 28, круг Луне, который изменялся от 1 до 19. Участвующие в индиктовом летоисчислении числа-ограничители 15, 28 и 19 являются взаимно простыми, то есть у них нет общих делителей. Поэтому любое их сочетание повторяется только через количество лет, равное произведению этих чисел. 15 умножить на 28 умножить на 19 получается 7980. Таким образом, повторение индиктовой даты происходит лишь через 7980 лет. Другими словами, на отрезке времени продолжительностью почти в 8000 лет индиктовый способ задает год совершенно однозначно. Обратимся к Полие. По поводу Рождества Христа в ней говорится: «В лето 5500-е родися плотью предвечный Царь Господь Бог наш Иисус Христос, декабря в 25-й день». Здесь указан 5500 год, дата по византийской эре от Адама. И тот же самый год, записанный индиктовым способом. Круг Солнцу тогда бе 13, Луна же 10, индикта 15, в день недельный, в 7-й час дни. Но запись 5500 года индиктовым способом должна быть такой: индикт 10, круг Солнцу 12, круг Луне 9. Аналогичную картину несовпадения дат мы видим с датировками крещения и распятия. Как же такое могло произойти? Ведь переписчикам не представляло труда исправить подобные записи дат и привести их в соответствие друг с другом. Фоменко и Носовский предположили, что переписчик-хронолог просто не мог исправить старые даты, записанные индиктовым способом, потому что он уже не понимал этой архаичной системы летоисчисления. Даты по византийской эре от Адама переписчики и редакторы начали вписывать в летописи в XVI-XVIII веках. Но в самих старинных первоисточниках, которые они переписывали или редактировали, даты от Адама, как правило, отсутствовали. Вместо них стояли архаичные индиктовые даты. Стараясь сохранить исходные индиктовые даты, переписчики могли их портить, не вполне понимая смысл этих дат. Например, путали круг Луне и возраст Луны, что совсем не одно и то же, и могло дать ошибку на много лет. Ученые выяснили, что кроме случайных ошибок могли быть ошибки систематические, то есть повторяющиеся и связанные с непониманием какого-то конкретного обстоятельства. Эти ошибки могли появиться по 2 главным причинам. Причина первая. Первоначальное несовпадение точек смены 3 циклов в течение года. Например, для номера индикта важно, когда, в
каком месяце начинается Новый год. Сентябрьское начало года, то есть 1 сентября, считается византийского происхождения. В старину существовало также июньское или египетское начало Нового года, приуроченное к началу сбора урожая. Также нельзя было исключить начало индиктов в марте и в январе. Причина вторая. Старый способ счета кругов Солнцу по так называемым вруцелетам на перстах руки Дамаскиновой. Таблицы для указания кругов Солнцу и кругов Луне изображались в виде двух человеческих рук. Одна из них, левая, относилась к кругам Солнцу и называлась рукой Дамаскиновой. Круг Солнцу записывался на суставах 4 пальцев, с указательного по мизинец. Сегодня на руке Дамаскиновой круги Солнцу возрастают слева направо, от указательного пальца к мизинцу. Но в древности, скорее всего, писали справа налево, как до сих пор это делают арабы. Оказалось, что именно это и не учли поздние переписчики, которые вписывали индиктовые даты, соответствующие датам от Адама. Именно эта систематическая ошибка и была обнаружена Фоменко и Носовским. Учитывая, что в Пылие есть сразу 3 датировки – Рождества, Крещения и Распятия, появляется надежда исправить эти ошибки и восстановить подлинные старые даты. Для решения этой непростой задачи Фоменко и Носовский создали специальную компьютерную программу. Проведя достаточно сложные расчеты, которые были просто недоступны редакторам XVII-XVIII веков, Фоменко и Носовский получили несколько возможных дат Рождества Христова. 3 из них были наиболее вероятными. 87 год нашей эры, 867 год нашей эры и 1152 год нашей эры. Остальные полученные даты были или до нашей эры, или уже в 20 веке. Но какая из этих дат точная? Чтобы это определить, надо было проверить еще датировки Крещения и Распятия. Ведь все 3 даты должны располагаться с определенным временным интервалом. Согласно христианской традиции, между Рождеством и Крещением прошло 30 лет, а между Рождеством и Распятием 33 года. Фоменко и Носовский рассмотрели все возможные варианты и определили, что есть только 2 решения, которые точно соответствуют евангельскому описанию. Из 2 они выбрали то решение, которое подтверждается и другими исследованиями. Решение оказалось следующим. Для Рождества – декабрь 1152 года. Для Крещения – январь 1182 года. И для Распятия – март 1185 года. То есть время земной жизни Иисуса Христа – это 12 век нашей эры. И эти даты есть не только в русских документах. Неожиданную для традиционной истории дату рождения Христа можно найти не только в старинных русских документах, но и в европейских. Обратимся, например, к очень интересному историческому документу, который описывает всемирную историю от сотворения мира до 1680 года. Называется этот документ «Феатрон» или «Позор исторический». Здесь слово «позор» использовано в его старом значении – «обзор» или «обозрение». Он был написан на латыни епископом Оснобрюкским Вильгельмом Стратеманом в XVII веке. В 1720 году, по велению Петра I, эта книга была переведена на русский язык Гавриилом Бужинским, епископом Рязанским и Муромским. А в мае 1749 года указом императрицы Елизаветы Петровны
«Феатрон» был запрещен. Практически все его экземпляры были изъяты. В этой книге говорится о праздновании христианских юбилеев, которые справлялись в Ватикане с XIII по XVI век. Мы называем эту книгу лютеранским хронографом, потому что она написана с ярко выраженной лютеранской точки зрения и описывает вообще всю историю как предысторию лютеран, всю всемирную историю. Кончается 1680 годом. И там подробнейшим образом говорится о юбилеях. И вот оттуда тоже можно извлечь датировку Рождества Христова. Путем вычислений можно доказать, что эти юбилеи указывают на середину XII века. Юбилеи – это празднование Рождества Христова. Но не ежегодные, а через определенное количество лет. В какие годы должны были праздноваться эти юбилеи, устанавливали римские папы. Первым, кто определил эти даты, был папа Урбан IV. В 1389 году он учредил празднование юбилеев каждые 30 лет. И первое такое празднование прошло уже через год, в 1390 году. Однако папа Бонифаций IX повелел отмечать юбилей не через 30 лет, а через 10. Это правило в Ватикане соблюдали до 1450 года. Но с 1450 года, по велению папы Николая VI, юбилеи стали праздновать через 50 лет. Вся эта, на первый взгляд, скучная информация на самом деле содержит уникальные сведения. Путем несложных математических вычислений можно определить, какие даты могли быть годом рождения Христа, по мнению средневековых пап. Если в 1390 году юбилей отмечался как 30-летний, то есть кратный 30 годам, а в 1450 как 50-летний, то есть кратный 50 годам, то получаются следующие даты: 1300, 1150, 1000, 850 и так далее с интервалом 150 лет в прошлое. Поразительно, что в получившемся списке нет того самого первого года нашей эры, куда историки помещают Рождество Получается, что, в отличие от хронистов XVI-XVII веков, римские папы XIV века почему-то не считали, что Христос родился в первом веке нашей эры. Но самое интересное, что среди полученных дат есть 1150 год. А это дата, которая практически полностью совпадает с датой из русской Пыльи. Конечно, для того, чтобы признать XII век временем рождения Христа, недостаточно всего лишь 2 старинных документов. Но есть и другие подтверждения этой даты. Например, астрономическое. С периодом земной жизни Иисуса Христа связаны 2 ярких астрономических явления. Одно из них – это полное солнечное затмение в день смерти Христа. Об этом мы поговорим в следующей части нашего фильма. Другое явление – это вспышка новой звезды в год рождения Спасителя. В Евангелии это событие описано как появление Вифлеемской звезды. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Вспышка новой звезды – это взрыв в космосе, в результате которого звездные остатки разлетаются в разные стороны, образуя иногда скопления и туманности. Одна из таких вспышек оставила после себя туманность в созвездии Тельца, которую называют крабовидной. Долгое время считалось, что взрыв звезды в созвездии Тельца произошел в 1054 году.
Эта дата была указана в древних летописях. Интерес к крабовидной туманности возник еще в конце XIX века. В 1899 году была сделана ее первая фотография. В XX веке туманностью серьезно занимались ученые Лампланд, Дункан, Бааде, Тримбл, Выков, Мюррей, Нугент. И оказалось, что дата, указанная в летописях, 1054 год, неверна, потому что астрономам удалось установить точное время образования крабовидной туманности. Как это было сделано? На фотографиях, сделанных в излучении линии водорода, эта туманность напоминает краба, хотя в видимом спектре это просто туманная материя, ну как облако. Но в этом облаке есть очень яркие линии излучения водорода, они малинового цвета. И астрономами были измерены скорости расширения этой туманности в отдельных ее участках. По этим данным можно определить возраст этой туманности или дату вспышки. При взрыве остатки звезды разлетаются в радиальном направлении. В течение первых нескольких тысяч лет скорость разлета остатков звезды можно считать равномерной, поскольку космос — это безвоздушное пространство, которое почти не оказывает сопротивления. Это подтверждают фотографии крабовидной туманности, сделанные в разные периоды. Например, та самая первая фотография 1899 года, снимок 1973 года и фотография, сделанная в 2000 году. Можно говорить только о постепенном торможении разлетающихся осколков, но не об их ускорении. Современные приборы позволяют вычислить дату взрыва быстро и точно. Измеряется скорость разлета осколков и расстояние, на которое они успели отлететь. Затем расстояние делится на скорость. Получается время разлета. Полученное количество лет отсчитывается назад. И вот она, дата взрыва. Результаты, полученные разными учеными, находятся на одном временном интервале. От 1110 до 1170 года. Значит, древние летописцы ошибались. И вспышка сверхновой звезды, в результате которой образовалась крабовидная туманность, произошла в XII веке нашей эры. На этом же временном отрезке находится и дата Рождества Христова, обнаруженная Фоменко и Носовским в Русской Пылие и Феатроне. 1150-1152 год. Так что, скорее всего, это и была та самая Вифлеемская звезда. На то, что звезда вспыхнула именно в середине XII века, указывает еще один астрономический факт. В Евангелии сказано, что звезда не просто горела, а двигалась, вела волхвов к месту рождения Иисуса. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. А ведь это описание напоминает движение кометы. Вообще, появление кометы – явление довольно необычное. Как правило, кометы появляются в утренние или вечерние часы. Их гигантские хвосты простираются на полнеба. Такое явление не может быть не замечено человечеством. И если в Евангелии от Матфея действительно описана комета, то неудивительно, что на многих старинных изображениях Рождества Христова Вифлеемская звезда показана с явным хвостом. Например, на картине Джотто «Поклонение волхвов» видно, что хвост у этой звезды вытянут влево и вверх. Значит, скорее всего, художник рисовал именно комету, а не просто звезду, луч которой указывает на младенца Христа. Или на картине «Рождество» средневекового художника Альбрехта Альдорфера.
А вот изображение на алтаре, созданном якобы в XVI веке Альбрехтом Дюрером. Над волхвами явно два светила — звезда и некий светящийся вытянутый клубок с ангелом внутри. Вероятно, в год рождения Христа, кроме вспышки новой звезды, люди видели и знаменитую комету Галлея. Эти астрономические явления были настолько яркими, что вполне могли соединиться в сознании людей в единое целое. Можно ли вычислить, появлялась ли комета Галлея примерно в 1152 году? Период обращения кометы Галлея вокруг Солнца — 76 лет. Поэтому можно с высокой точностью вычислить все даты ее появления на протяжении нескольких тысяч лет. Последний раз комету Галлея наблюдали в 1986 году. Отнимаем от 1986 11 раз по 76 и получаем 1150 год. Значит, и Вифлеемская звезда, и комета Галлея действительно появились практически одновременно. С древних времен до нас дошли и другие астрономические подтверждения точных дат Рождества и распятия Христова. Их оставили древние и средневековые астрономы. Они записали эти даты в виде гороскопов. Сегодня многие ошибочно думают, что гороскопы связаны исключительно с астрологией, гаданием по звездам и предсказанием судьбы. Надо сказать, что все эти предсказания далеки от науки. В астрономии гороскопом называется расположение планет по созвездиям небесного зодиака. Зодиакальных созвездий 12. Сегодня их названия хорошо известны. Это Овен, Телец, Близнецы и так далее. Постоянно меняющееся положение планет на небе относительно неподвижных звезд похоже на гигантские часы-календарь. Этот небесный календарь люди издавна использовали для записи дат особо важных событий. Анатолий Фоменко и Глеб Носовский расшифровали несколько десятков древних зодиаков. В их числе есть два зодиака, в которых зашифрованы даты, связанные с Иисусом Христом. В 1826 году в Лондоне была издана книга «Астрология» английского врача и астролога Эбенезера Сибли. В этой книге приведен рисунок, изображающий зодиак с гороскопом на дату Рождества Иисуса Христа. Об этом говорит надпись, сделанная в середине рисунка, а также изображение Рождества Спасителя, помещенное внизу страницы. Анатолий Фоменко и Глеб Носовский решили проверить, что за дата записана в этом зодиаке. Соответствует ли она общепринятой дате Рождества Христова? С помощью компьютерной программы Horus они провели все необходимые вычисления и выяснили, что у этого гороскопа есть только одно правильное решение. Дата, записанная неизвестным астрономом, это 25 декабря 1151 года. Неудивительно, что этот зодиак до сих пор считается еретическим. Этот уникальный зодиак, признанный традиционной историей неправильным, на самом деле является еще одним независимым подтверждением даты Рождества Христова, вычисленной Фоменко и Носовским. Оказывается, до сих пор еще в старых книгах можно встретить правильную датировку Рождества, несмотря на многовековые старания историков Скаллигеровской школы, уничтоживших не одну тысячу неправильных книг. Другую дату, связанную с Иисусом Христом, Фоменко и Носовский обнаружили в Египте. Дело в том, что авторы новой хронологии много лет изучали памятники Древнего Египта. Особый интерес у них вызвали зодиаки,
которые украшают своды многих египетских гробниц и храмов. При расшифровке египетских зодиаков выяснилось, что все записанные в них даты относятся к периоду с XI по XV век нашей эры. И среди них есть один, в котором записана точная дата распятия Иисуса Христа. Речь идет о знаменитом круглом дендерском зодиаке, или, как его еще называют, зодиаке Осириса. Это огромное изображение, барельеф в камне. На нем изображен зодиак, показаны созвездия, расположение в нем планет, символик, которая хорошо известна нам из текстов средних веков. И мы датировали этот зодиак, развивая исследования предыдущих ученых, в частности Николая Морозова, который впервые поставил вопрос о том, что дата, которая приписывается современными историками и астрономами этому зодиаку, неправильная. Если же датировать зодиак независимо от предположенной априорной его датировки, что мы сделали, то получается совсем другая дата, а именно 1185 год, конец XII века нашей эры. А точнее, 20 марта 1185 года. Это была среда, первый день полнолуния, начало иудейской Пасхи, которая праздновалась 7 дней. Значит, четверг был пасхальным. А в Евангелиях говорится, что Тайная вечеря состоялась именно в пасхальный четверг. Пасхальной была и пятница. Евангелии утверждают, что Иисус был распят в пятницу. Следовательно, можно назвать точную дату распятия Иисуса Христа. Это 22 марта 1185 года. Но в Евангелиях есть одно противоречие. В них сказано, что в день казни Христа произошло солнечное затмение. И астрономы, и историки хорошо знают. Если в летописи упоминается такое яркое астрономическое явление, как солнечное затмение, то установить дату описанного события можно с высокой точностью. Но дело в том, что в день распятия Христа не могло быть солнечного затмения. Как мы уже сказали, это была пасхальная неделя. А иудейская Пасха начинается с полной луны. А в полнолуние солнечного затмения быть не может. На самом деле полное солнечное затмение произошло через месяц после окончания Пасхи. 1 мая 1185 года. Скорее всего, казнь Христа и затмение просто объединились в сознании людей и попали на страницы Библии как события, происходившие одновременно. Но почему авторы новой хронологии считают, что дата, зашифрованная в круглом дендерском зодиаке, непосредственно связана с Христом? О том, что Осирис и Христос – это одно лицо, об этом мы много писали, и не только мы. Это мы не первые, кто это сказали. Там между ними соответствие настолько яркое, что его замечали уже давно. Поэтому, если на зодиаке Осириса написана некая дата, то она естественным образом связывается с Христом. Поэтому мы и используем датировку зодиака Осириса в связи с Христом. Итак, так же, как и русская пылия, древнеегипетский круглый дендерский зодиак указывает 1185 год как дату распятия Христа. Но не только астрономические вычисления и древние летописи говорят о том, что Иисус Христос жил именно в XII веке нашей эры. Этому есть еще одно подтверждение. К сожалению, до наших дней дошло немного материальных свидетельств евангельских событий. Одно из них – Святая Плащаница. Это 4-метровое льняное полотно, в которое, по преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после его крестных страданий и смерти. С 1578 года плащаница хранится в специальном ковчеге
в соборе Иоанна Крестителя в Турине. Поэтому сегодня она известна под названием Туринская плащаница. Согласно традиционной версии истории, впервые эта реликвия была показана народу в 1353 году во французском городе Лире. Почти через 2 века она попала в Турин, а еще через 100 лет была помещена в часовню Туринского кафедрального собора. Тогда же в соборе для хранения плащаницы был сделан специальный ковчег. В этом ковчеге святыня спокойно пролежала практически до конца XIX века, пока ее не решили впервые сфотографировать. В 1898 году по поручению церковных властей фотограф Секундо Пиа сделал первые фотографии святыни. И обнаружилось невероятное. На негативе неожиданно возникло четкое позитивное изображение человеческого тела спереди и сзади. Стало очевидно, что плащаница хранит на себе загадочный отпечаток. Если посмотреть на ткань при обычном освещении, то он мало заметен. Но на негативе получилось довольно четкое изображение. Были видны даже мельчайшие детали. Результаты исследования отвергали предположение, что это изображение просто нанесли на ткань каким-то хитроумным способом. Было видно, что изменена сама структура ткани, а капли крови настоящие, причем они попали на ткань еще до возникновения образа. Кому мог принадлежать этот отпечаток, сомнений не было. Туринская плащаница хранила изображение тела Иисуса Христа. И все-таки ученые решили уточнить возраст святыни. В 1988 году было решено установить возраст ткани методом радиоуглеродного анализа. От святой плащаницы был отрезан небольшой кусок, шириной 10 и длиной 70 мм, разделен на 3 части, которые были отправлены на исследование в лучшие радиоуглеродные лаборатории мира. В Аризонский университет США, в Оксфордский университет Великобритании и в Федеральный политехнический институт Швейцарии. Ученые исследовали эти фрагменты независимо друг от друга. Результат исследования был сенсационным. В данном случае получилась дата, которая вызвала в свое время, когда была обнародована, большой шок из научной широкой общественности. Оказалось, что это отнюдь не 1 век нашей эры, как предполагалось априори, а где-то как раз 12 век нашей эры, там плюс-минус по 50 или 100 лет максимум. Эта датировка идеально совпадает с нашими результатами, с датировкой жизни Христа 12 веком нашей эры. Специалисты склонны считать, что наиболее точными были выводы Оксфордской лаборатории. Британские ученые указали самый короткий интервал датировок – от 1090 до 1265 года. Более того, в отдельных статьях даже назывался год, которым была точно датирована Туринская плащаница – 1150. Естественно, что историков такой вариант не устраивает. Никто не желает признавать, что время изготовления этого полотна – XII век. Многие ученые до сих пор упорно называют плащаницу подлогом. Они скорее готовы признать, что она была сделана не в XII, а в XIV веке. И сделана именно как подделка, чтобы одурачить народ. Ведь согласно официальной версии, как раз в XIV веке ее впервые и выставили на показ. Но ведь о плащанице было известно задолго до ее демонстрации в Лире. Где же она находилась до середины XIV века? Считается, что до начала XIII века святая плащаница хранилась в храме Святой Софии в Константинополе. Значит, в Европу она была привезена с Востока. Однако в восточной православной традиции о ней нет никаких упоминаний. Зато на Востоке есть другая, весьма почитаемая святыня
Спас Нерукотворный. Ему посвящены православные иконы и большой праздник в Страстную неделю. Другое название Спаса – Убрус. В старом русском языке слово «убрус» означало платок или длинный широкий кусок ткани. В общем-то, то же самое, что и плащаница. Поэтому многие исследователи давно пришли к мысли, что европейская плащаница и русский Спас Нерукотворный – это один и тот же предмет. Но почему тогда на туринской плащанице виден отпечаток всего тела, а на убрусе только святой лик? В исторических документах можно найти греческое название Спаса Нерукотворного – тетрадиплон, что означает «сложенный вчетверо». Скорее всего, туринскую плащаницу долго хранили свернутой таким образом, чтобы был виден только святой лик, и хранили ее на Руси. Именно поэтому эта святыня так почитается у нас и неизвестна на Западе. Скорее всего, святыню вывезли из России во времена Великой Смуты, когда Россия была разгромлена и разграблена иноземными войсками, то есть не раньше XVII века. А как же представление плащаницы в XIV веке в лире? Что именно тогда показывали народу, никому не известно. Не исключено, что это как раз и была подделка. Ведь ковчег для плащаницы сделали только в 1678 году. Скорее всего, именно в XVII веке в Турине появилась подлинная плащаница. А до этого времени ее не только не показывали, но даже ничего о ней не говорили. И только впоследствии в документы и летописи были вставлены сообщения о демонстрации плащаницы в XIV веке. Конечно, радиоуглеродный метод датировки еще не совершенен. Известны случаи, когда даты, полученные с его помощью, были ошибочны. Однако на сегодняшний день радиоуглеродный анализ считается самым точным методом определения возраста биологических объектов. Конечно, если при исследовании ученые соблюдают все необходимые требования и могут быть достаточно объективны. И единственная датировка плащаницы, полученная с помощью радиоуглеродного анализа, это XII-XIV века. После 1988 года повторный анализ плащаницы никто не проводил. Это редкий случай, когда мы имеем дело не просто с ответом. Вот когда говорят, регулярная дата этого образца такая-то, и все, и до свидания. Какие получили результаты измерений, как они калибровали, ничего не говорится. В данном случае мы имеем исходные данные измерений. То есть вот в разных лабораториях померили, и вот эти вот первоначальные, так называемые сырые радиоуглеродные даты, которые еще не прошли калибровку, вот просто как померили, они были опубликованы, они известны. Вот в этом случае радиоуглеродный метод действительно смог дать ответ. Ну, с определенной точностью, но обоснованный ответ. Итак, результаты исследований Анатолия Фоменко и Глеба Носовского говорят о том, что подлинная эпоха земной жизни Иисуса Христа – это XII век нашей эры. На это указывают и древние документы, и астрономические датировки, и результаты радиоуглеродного анализа святой плащаницы. А это значит, что в XVI веке историки или ошиблись, или намеренно отодвинули дату рождения Христа на много лет в прошлое. В результате хронология развития человечества стала длиннее более чем на 1000 лет. Возможно, поэтому в истории появилась так называемая загадка темных веков Средневековья. До сих пор ученые не могут дать не только научного, но хотя бы просто логического объяснения. Почему до наших дней сохранилось так мало средневековых объектов материальной культуры и так много античных памятников? Хотя по логике должно быть наоборот. Единственное объяснение, которое дают историки, звучит неубедительно.
Они предлагают нам серьезно верить в то, что после многовекового периода бурного развития древние цивилизации Европы и Азии внезапно деградировали и пришли в упадок. Были забыты все научные и культурные достижения античности. И в течение 10 столетий люди пребывали во мраке невежества. Некогда блистательная латынь превращается в грубый примитивный язык. Исчезает искусство. Во многих землях упраздняется чеканка монет. И вообще, проблески интеллектуальной работы, особенно в раннее Средневековье, это явления случайные и, можно сказать, единичные. И якобы только в XV-XVI веках, в эпоху Возрождения, люди внезапно вспомнили обо всех открытиях и достижениях своих античных предков и стали их не только использовать, но и развивать. Новая точная дата рождения Иисуса Христа ставит все на свои места. И становится очевидно, что не было в истории почти 1000 лет отсталости и невежества. Не было разрыва исторических эпох. В культурном развитии человечества не было внезапных взлетов и ничем не оправданных падений. Наоборот, оно развивалось достаточно равномерно и последовательно. Мы хорошо понимаем, что новая хронология воспринимается иногда как некий излишне революционный переворот в нашем представлении о прошлом и, более того, в нашем самосознании сегодня. Бояться этого не нужно. Такие примеры в истории науки были. И они приводили всегда к новому и более правильному взгляду на мир. Например, хотя бы история открытий Тихо Brahe и Коперника. Они заявили, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот. Земля вращается вокруг Солнца. Вспомните, какой был в то время шум, шок, который был в обществе возник после этого открытия. Но ничего, люди поняли, что этот взгляд более правильный и соответствует нашим представлениям о Вселенной. Но вообще жизнь человечества не становится хуже от научных открытий. Вот опыт показывает, что чем больше открыто, тем, в общем-то, лучше мы живем. По крайней мере, не хуже. И можно, конечно, с этим спорить, но трудно спорить с тем, что научные открытия невозможно задавить. А задавить открытия Фоменко и Носовского пытаются многие. С каждым годом борьба против новой хронологии становится все упорнее. В последнее время с большим размахом ведется преднамеренное искажение основных идей новой хронологии. Внешне солидные академические издания подают идеи Фоменко и Носовского в заведомо карикатурном виде. Дело в том, что история предмет сложный, и здесь такого типа революции, которые мы знаем, как вот уже говорили, в истории астрономии, физики, математики, такие были примеры ярких революционных переворотов. Здесь это событие наступило позже. Тут масса материала, надо было много осмыслить, много переработать. Но, по нашему мнению, это только приведет к более правильному пониманию нашей истории. Это очень важно, в том числе и для нас, для лучшего понимания современности. На самом деле, далеко не безобидно ложное представление об истории. Оно время от времени влияет там, и на политические решения, и на многие решения в нашей жизни. Вот. Потому что люди уже, в том числе и политики, в том числе и руководство там, разных стран, уже искренне верят вот в эту ложную картину. Ну и в каких-то случаях принимают соответствующие решения, основываясь в том числе и на ней. А решение, принятое на ложном основании, оно ложное решение, может привести и приводило к тяжелейшим последствиям. Если 400 лет назад хронисты ошиблись в определении даты такого важного для человечества события, как Рождество Христово, возможно, они неверно указали и место его земной жизни. Где на самом деле родился Иисус? Где произошло его распятие и чудесное воскресение? Об этом мы расскажем в нашем следующем фильме «Забытый Иерусалим».